Всем привет, с вами Банана Мастер. И сегодня мы будем использовать цикл для работы с HTML-страницей. Изначально у меня уже есть некая функция, вот она, готовым циклом. Цикл работает от 1 до 10 и каждую итерацию консолит. Ну то есть, если я сейчас кликну на кнопку, вызовется функция fun1, и она что сделает? Выведет мне в консоль каждую итерацию нашего цикла. Данная запись должна быть вам уже понятной из прошлых уроков. А что, если мы хотим выводить вот эти циферки не в консоль, а, например, на экран? Ну, в дивчик, вот этот. Как мы это сделаем? Я в теле цикла возьму наш div, поставлю точку, напишу inner HTML. Пишу сейчас, кстати, развернутую запись. Думаю, вы поймете, про что я. Это я буду к старому значению прибавлять новое. А новое это у нас I. Ну, то есть вот эта переменная. В такой конструкции, когда я кликну на кнопку, я уже увижу вывод. Прям сюда. Видите? Это произошло склеивание строк. То есть с помощью этой строчки я каждую итерацию вывел на экран. Как это вообще работало? Давайте сделаем небольшую диаграмму кода, чтобы мы поняли, как вообще эта логика работает. Значит, наш цикл изначально запускается со значением i равняется 1 с условием I больше равно 10. При первой итерации у нас I1. Дальше в цикле у нас выполняется вот эта строчка. Что она делает? Она берет старое значение, а наше старое значение, то есть то значение, которое с самого начала, это пустая строка. То есть это вот так вот как-то равняется у нас, вот таким образом. И получается здесь происходит следующее. Пустая строка плюс 1. По итогу склеивания строк, ну строка плюс цифра получается строка, я получаю вот так вот 1. Дальше заканчивается первый вызов цикла. И в конце у нас выполняется вот это действие, где я беру и увеличиваю I на 1. То есть перед вторым вызовом цикла I уже будет равняться 2. В такой записи это условие дает true, и значит отрабатывает тело цикла еще раз. Но при этом повторном вызове этот out in HTML равняется уже 1. То есть у меня будет вот так вот строка 1 плюс 2. При данном вызове опять склеивание строк. По итогу я получаю 12 строкой. Опять заканчивается, что выполнение данного вызова, и у нас в самом конце выполняется вот это действие, где я добавляю еще 1. Значит, I будет теперь 3. И происходит новый вызов. При новом вызове у нас отрабатывает условие 3 меньше 10, поэтому цикл будет отрабатывать. И при новом вызове наш out in HTML, вот этот, равняется уже 12, а I 3. Опять склеивание строк. По итогу в наш out in HTML приходит 1, 2, 3. Опять конец тела цикла. Выполняется в самом конце вот эта запись, и она сделает так, что наш I равняется 4. То есть условие опять true, заново отрабатывает старое плюс новое, где старое равняется уже вот этому, а I на данном вызове 4. То есть то же самое склеивание строк. И, как вы могли уже догадаться, это действие происходит до тех пор, пока наше условие, вот это, не даст false. И оно даст false только тогда, когда I будет равняться 11. Это значит, что у меня сюда добавится и пятерка, шестерка, семерка, ну и так дальше до 10. Значит, что можно сказать здесь в общем? Мы 10 раз перезаписываем наш дивчик. При каждой перезаписи мы все время добавляем и добавляем нашу новую циферку, по итоге которого в конце получается вот такая запись. Вообще, в данный момент сейчас при каждом вызове нашего цикла мы перезаписываем
div. Наш цикл работает 10 раз, и мы 10 раз перезаписываем визуально нашу верстку. Цикл работает очень быстро, доли секунды. И мы, все это не замечаем. По факту мы видим только то, что выходит в конце. И при данной записи нам точно нужно добавить оптимизацию. То есть улучшить наш код, чтобы он работал более грамотно. Эм, Давайте я попробую описать эту ошибку чуть другими словами. Почему вот здесь, хоть оно сейчас и работает, нам все-таки стоит улучшить запись, чтобы оно, работало получше. Если сравнивать с жизнью, то в данный момент оно происходит так у нас. Представляем, что у нас есть какой-то мессенджер, и мы кому-то написали сообщение. У нас там переписка из 20 сообщений. Как только я написал новое сообщение и отправил, как оно работает у нас сейчас? Оно все 20 сообщений рисует заново, но в конце добавляет одно новое. Данная логика не сильно эффективна, потому что если сообщение у нас будет в чате каком-то, например, там 1000, то при отправке нового сообщения мы будем очень сильно грузить наше устройство, чтобы оно заново перерисовало каждое сообщение. Хоть каждое это сообщение, кроме последнего, вообще никак не поменялось. Мы же по факту что сделали? Добавили новое сообщение. В нашем случае, получается, мы 10 раз перезаписываем наш div, при этом каждый раз с нуля перерисовываем его сначала с этим вариантом, потом с этим, ну и так дальше. И если я хочу это оптимизировать, то это будет выглядеть так. Я выше сделаю новую переменную, result, давайте назову ее. По дефолту равняется пустой строке. Дальше. Этот result я буду вот тут перезаписывать. Вот таким образом. Потом, когда мы уже перезаписали нашу переменную до конца, после цикла, то есть специально пишу ниже, не просто так, я возьму наш div, у него inner HTML и отправлю туда result. В данной записи хоть и кода стало больше, но он теперь работает быстрее. Что я тут сделал? Что-то типа корзины. То есть я эту корзину в цикле пополнил всеми данными, то есть сформировал правильные данные для визуализации, а вот этой строчкой уже их визуализировал на экране. Кликнул, видите, тот же ответ, но сам процесс работает быстрее. Теперь я сам div перезаписываю не 10 раз, а 1 с финальным результатом. Чтобы нам был какой-то пример, я комментарием выше напишу, как это выглядело у нас раньше. Это было вот так вот. Если говорить очень технично, то что вообще вот тут происходит? Мы тут ранее перезаписывали целый div. Div — это что? Это физический тег прям из другого языка, из HTML. То есть при отрабатывании этой строчки мы стучались прям тег в div в другом файле, и в этом другом файле его перезаписывали. И данная перезапись заставляла, что данные вот тут вот визуально отобразится. Это действие, оно очень тяжелое. Если там очень условно говорить, грубо говоря, оно занимает там 1000 единиц памяти какой-то. Это действие, вот это ниже, это уже другое действие. Мы тут по факту перезаписываем просто переменную. Какая-то, видите, переменная у нас есть, и мы её что делаем? Перезаписываем. Это не тег, это просто строка. При каждом вызове этой строчки оно, давайте тоже очень условно, занимает 1 единицу памяти. Значит, в данной конструкции, как у нас сейчас написано, мы 10 раз вызываем эту строчку, 10 раз, потому что цикл работает 10 раз. И в общем, эта штука у нас занимает 10 единиц памяти. Дальше, один раз мы перезаписываем наш inner.html, то есть дивчик. Перезапись inner.html — это 1000 единиц памяти. В общем, на всю эту задачу у нас уйдет 1010. Если же я бы оставил предыдущую запись, которая по факту дает тот же ответ, но при этом тот же ответ, он бы уже весил совершенно по-другому. Так как перезапись нашего дива — это 1000 единиц памяти,
И из-за того, что мы эту перезапись делаем 10 раз, по факту данная логика хоть и дает такой же ответ, но работает в 10 раз тяжелее. Да, кода меньше, но она действительно тяжелее. И эта нагрузка будет увеличиваться. Если я сделаю, например, 20 итераций цикла, то теперь у нас в общем наша прошлая запись занимала бы 20 тысяч единиц памяти, а наша новая 1020, то есть уже в 20 раз быстрее работает. Это, кстати, яркий пример того, что много кода не всегда означает плохо. Иногда мы специально пишем больше кода, чтобы логика стала работать быстрее. Что нам тут нужно запомнить? Если мы хотим вывести что-то на экран, то мы всегда будем работать по следующей стратегии. Первым делом мы создаем переменную не в цикле, а над циклом. Специально над. Далее делаем цикл, который нас интересует, и эту переменную, которую мы ранее создали, перезаписываем, формируя тот ответ, который нас интересует. После того, когда мы его сформировали, после цикла, также, видите, сделал специальное выделение, что после цикла, мы этот ответ выводим в тот тег, который нас интересует. Чтобы нам это запомнилось еще более легче, давайте я просто затру это все и напишу еще раз. У нас будет цикл, который будет работать, ну давайте 20 раз, окей. Я сверху делаю переменную. Она у нас будет равняться пустой строке. В самом цикле я эту переменную перезаписываю, учитывая старое значение, плюс новое I. В самом конце этот готовый результат вывожу в div такой конструкции. По итогу, когда я кликну, вот, это мы вывели каждую итерацию. Если мы хотим добавить еще пробелы между этими циферками, ну, чтобы нам визуально читалось это легче, я могу вот сюда поставить плюс пробел. То есть я поставил, видите, строку, и в строке фактически написал пробел. Вот он, даже выделить могу. И вот так вот оно будет работать уже, видите, таким образом, где каждый вызов нашего цикла выводится в result, а потом и в div. Я могу даже немножко усложнить эту запись и сделать так, чтобы у нас выводился не просто I, ну, как текст, а чтобы этот I был в каждом новом теге. Ну, имеется в виду, чтобы я I положил в свою пешку. Это будет выглядеть так. Я сделаю строку, параграф, вот так вот, склеивание строк, и между пешками поставлю I, где у нас будет полностью старое значение плюс новый тег с текстом внутри. По итогу, вот что у нас получилось, где каждая циферка — это, видите, отдельный параграф. В верстке это прям так и видно. Также, исходя из этой записи, я думаю, вы уже можете догадаться, что если бы мы хотели создать, допустим, не параграфы, а какие-то H1, я бы вместо P вот так вот H1 написал. Кликну, но видите, ярко видно, что тег другой, потому что текст явно стал больше. Главное здесь написать именно вот эту запись корректно, где мы берем старое значение, плюс вот этот тег открывающий, закрывающий, и между ними тот текст или та переменная, которая нас интересует. В начале урока я вам рассказывал очень технично про этот цикл, как он работает вообще с точки зрения того, сколько памяти каждое действие у нас занимает. Если вы там что-то плохо поняли, ничего страшного. Это очень сложный материал. И, по сути, главная задача вам в этом уроке то, чтобы вы запомнили, как правильно выводить что-либо в HTML. Ну, что мы делаем? Переменную, не забываем ее сделать. Перезаписываем эту переменную при каждом вызове цикла. Не забываем, что если мы хотим сделать тег, то, видите, я делаю открывающий, закрывающий и внутрь передаю тот текст, который нас интересует. И также, что в самом конце готовый результат я отдаю в div.
таким образом. Как раз именно этот момент вы будете в домашке и тренировать, чтобы писать именно вот эту правильную, корректную запись. А потом, если хотите, можете через уроков 10 вернуться к этому уроку, переслушать только начало, и вы уже думаете, в тот момент прям четко поймете, как именно технично работает цикл. Почему данная запись работает быстрее, хоть тут и логики стало больше. На этом все. С вами был Банана Мастер, разработчик, который может объяснить все. Домашка, как и всегда, в описании под видео.